Что еще делает идеология, и в чем левые радикалы тоже преуспели? Она обеспечивает вам почву, благодатную почву для существования зла. Если вы машинально отождествляете патриархат со злом, то что ж, прежде всего, это мощная идея, помимо прочих ее достоинств. Это правда. Не единственная и несовершенная, но правда. Это правда, потому что любая иерархическая система разлагается, имеет обыкновение вырождаться до власти. Все иерархические системы меньше, чем могли бы быть. Отчасти из-за вероятности того, что власть и обман их развратят, но также отчасти потому, что мы в нашей личной жизни умышленно врем и закрываем глаза на многие вещи. Поэтому, когда вы говорите молодым людям, что корень существующих в мире проблем и даже, возможно, их личных тревог лежит во вредоносном несовершенстве общества, это звучит правдиво, и конец истории они уже не слышат. А я как раз и пытаюсь рассказать конец истории. Они не слышат, что нельзя забывать о зле и пороке, которые живут в твоем собственном сердце. Нельзя забывать, что природа — это дивная богиня, какой ее изображают экологи-антигуманисты. Я, кстати, не имею в виду всех экологов. Эта дивная богиня природа постоянно пытается вас убить или заставить заболеть. Но суть в том, что иерархической структуре присуща порочность, и это следствие злобы, злоупотребления властью и обмана, это правда. Это очень мотивирует, особенно если вы молоды и ищете приключений. Также это крайне удобно, что таит в себе грандиозную опасность. Ведь если вас не научили заглядывать внутрь себя и распознавать зло, тогда у вас есть оправдание и нравственное обоснование, чтобы выместить на демоническом враге отрицательные эмоции, враждебность и обиды. Все деградирует с невероятной скоростью, как мы видим. Ну что ж, с этим будут иметь дело центристы с обеих сторон. В моем подкасте я разговаривал со многими оптимистами и рационалистами, с Мэттом Ридли и Бьорном Ломбергом. С Хайттом и Пинкером достаточно давно, а вот с Ломбергом, Ридли и Мариан Тупи, написавшим прелестную книгу о прогрессе человечества, «10 вещей, которые каждый должен знать о прогрессе человечества». Вроде так она называется. Так вот, что мы неизменно обсуждали, так это трудности донесения мысли, которая всем троим прекрасно известна, и заключается в том, что в материальной плоскости, с точки зрения абсолютной бедности в мировом масштабе, человечество гораздо богаче, чем было когда-либо. Большинство улучшений произошло за последние 40 лет с революционной скоростью. Об этом никто не знает. Нужно попытаться осмыслить, в чем польза этой информации. Я об этом говорил с Расселом Брандом, и я не просто так о нем вспомнил. Он левый в душе и по темпераменту, и его первым возражением — он очень здраво мыслит. Первым возражением было, когда я привел все эти данные, доказывающие, что по любому показателю жизнь сейчас гораздо лучше, чем было 100 лет назад, и даже чем 20 лет назад, даже на экологическом фронте, он сказал: «Хорошо, а что насчет неравного распределения? То есть существует абсолютный уровень благосостояния, который повышается, но неравенство все еще огромно. С этим, конечно, нельзя не согласиться».